нас в юности мечтали стать музыкантами. Мы взрослеем и выбираем то, что нам больше подходит. Но есть люди, которые с детства влюбляются в гаммы, аккорды, ноты и остаются верными музыке на всю жизнь. Если честно, я ничего не решал. Я иду по жизни с музыкой, и я влюблен в этот звук. И музыка — то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. I don't love you, babe. Can't say I'm doing you wrong. I may be in my own world, but I'm a long, long, long way from home. Свой первый концерт канадец Wolf Mail исполнил в 14 лет, а спустя 3 года сбежал из дома, чтобы совершить турне. Тогда же он познакомился с американским гитаристом Тедом Ньюджетом и принял решение переехать в Калифорнию. Все сталкиваются со сложностями. Дело в том, как ты их преодолеваешь, как ты решаешь все эти проблемы. Лично я просто стараюсь быть позитивным и не акцентировать внимание на проблемах. Когда Вульфу было 19 лет, он познакомился с пока еще неизвестным барабанщиком Оззи Осборна Рэнди Кастилло. После их совместного феерического джема в лос-анджелесском клубе «Трубадур» Вульф пригласил Рэнди в свою группу. Тогда же к коллективу присоединился английский рок-музыкант Билли Айдол. Yes, and he says no. Did you best, but that will not go. That won't go. It's a law-breaking shuffle down at my door. Сегодня Вульф много гастролирует. США, Канада, Австралия, Европа, Япония, Россия. Более 100 концертов в год, где любители джаза могут провести вечер под авторские композиции Вульфа. Специально для концертов в России гитарист собрал новую команду музыкантов. Как мы встретились? Алекс на клавишах, Джон на басу, Майкл на барабанах. Мы собрались в команду, когда у моего менеджера родилась идея гастролей в Россию. А как это осуществить, мы не сразу поняли. Мы стали приглядываться к блюзовым музыкантам и встретили этих потрясающих людей. Стиль музыки Вульфа варьируется от блюза до классического соула, создавая неповторимую мелодическую линию. Но Вульф не только великолепный исполнитель. Практически все композиции он пишет сам, раскрывая в них свои эмоции и впечатления. Что вдохновляет меня на написание музыки? Да все. Люди, которых я встречаю, путешествия. Я открываю для себя культуру, целый мир. Узнаю новые рецепты омлета, пробую новое вино, встречаю людей. Все, я просто стараюсь быть открытым всему новому. Когда я что-то встречаю, то впитываю впечатление как губка и выплескиваю это в новую песню. Все вдохновляет меня. Блюзовые, а в иной момент и соульные акценты придают остринку звучанию. Каждый звук всех создаваемых Вульфом композиций пронизан вдохновением и теплой энергией.
Вдохновение не поддается контролю. Ты только можешь позволить ему прийти к тебе. Ты просто стараешься быть открытым и надеешься, что оно постучится в твою дверь и скажет: «Привет, это вдохновение. Можно я войду?» И тогда ты начинаешь играть музыку. Я думаю, если ты открыт, играешь искренне и любишь это, вдохновение всегда найдет тебя. Love breaking shuffle down at my door, whoa, whoa. Down at my door. Вульф-Мэйл очень открытый человек, искренний и невероятно влюбленный в музыку. Будучи исполнителем и композитором, он не навязывает своей группе звучание, которое он задумал для каждой песни, позволяя музыкантам создавать собственную партию каждого инструмента. Я считаю, что это очень важно. Если сказать музыканту «играй это», конечно, он справится. А если я скажу «сыграй что-нибудь», музыка будет идти от его сердца, и это будет лучше. Так что обычно я наигрываю ритм и прошу их присоединиться, наиграть что-нибудь. Они чувствуют музыку и создают свою партию. И это лучше, потому что каждый вкладывает себя в композицию. Я не хочу, чтобы были я и другие люди. Я хочу, чтобы мы были вместе, командой, и это сила. Но Вульф не только пишет и играет музыку. Он знает, для кого он это делает, свою так называемую целевую аудиторию. Мы стараемся изучать нашу аудиторию, чтобы хорошо делать свое дело. А вообще, люди, которые любят блюз, соул, иногда игру на гитаре, в основном мужчины, может и женщины. А что касается возраста, даже 7-летние дети и 85-летние слушают. Знаете, моя бабушка, например, очень любит мою музыку. Мужчины, женщины, дети и даже люди в возрасте. Каждый находит в своем сердце любовь к джазу, блюзу и, конечно, к музыкантам, которые играют и пишут эту музыку. Но популярность, как принято ее понимать среди поп-исполнителей, здесь имеет немного другие акценты. Мне кажется, что трудно контролировать популярность. И если честно, я даже не хочу об этом думать. Но если я стану популярным, я обязательно вам скажу об этом. Существует много нюансов, но поскольку я обожаю музыку, все остальное не важно. Я просто беру и делаю. Неважно, успешен я или нет. Я просто играю на гитаре и пою. Но, конечно, все это занимает время. I don't know where we're going, baby. You know where we've been. Конечно, популярность не главное, но необычность и нестандартность блюзового звучания композиции Вульф-Мэйла, высокое качество игры, открытость и искренность самого музыканта всегда найдут своих и зрителей, и слушателей. What is music for me? Oh, I think music is a language that. Я думаю, что музыка — это язык, который может даже исцелить людей, помогать им чувствовать себя лучше. И люди слушают музыку, исцеляются, даже не осознавая эту особенность музыки. И я думаю, что хорошая музыка имеет свою душу, и никак иначе. Good music is spiritual, cannot be not spiritual.
Amen.